Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом нежного воздушного сливочного сырника. Он просто тает во рту. Готовлю его без творога, но он получается таким же бархатным и мягким, как классический чизкейк. Сочетание сметаны и йогурта делает текстуру невероятно нежной. Простые ингредиенты, а в результате настоящий десерт мечты. Его можно готовить с различными ягодами, а сверху полить шоколадной глазурью или просто присыпать сахарной пудрой. Для рецепта мне понадобится готовить сырник я буду в форме для кексов. Выстелила ее пергаментной бумагой. Размер формы 26 на 12 сантиметров. Но я также нарастила высоту при помощи пергаментной бумаги, так как вот такая сметанная творожная выпечка всегда высоко поднимается, и чтобы она не убежала из формы. Высота моей формы получается примерно 11 сантиметров. Разделю белки и желтки у 3 крупных яиц. К желткам добавляю сметану. Я использую жирную сметану 25%. Чем жирнее сметана, тем вкуснее получится сырник. И также добавляю 2 баночки греческого йогурта, каждая по 125 граммов. Добавляю экстракт ванили, примерно 2 чайные ложки. Можно использовать и ванильный сахар. Добавляю примерно 1/3 часть сахара и всыпаю кукурузный крахмал. Хорошо все перемешиваю венчиком до однородности. В белки добавляю щепотку соли. Начинаю взбивать. И постепенно всыпаю сахар. Взбиваю белки до мягких пиков. И теперь я буду аккуратно соединять обе массы. Сначала добавлю немного белков к сметане, перемешиваю, так чтобы масса получилась такая более пышная и воздушная. И теперь эту массу выливаю к белкам. И все аккуратно перемешиваю, чтобы масса получилась такая пышная и воздушная. По желанию можно добавить в этот сырник ягоды. Я добавлю малину. Можно не добавлять вообще ничего, либо можно добавить даже сухофрукты. Тоже будет очень вкусно, например, клюкву. Я разбрасываю немного ягод малины по дну. Наливаю часть теста, разравниваю, выкладываю еще немного ягод. Выливаю оставшееся тесто. Разравниваю. Как видите, сейчас мой сырник фактически занимает всю форму. И если бы я не нарастила бока, ему некуда было бы расти в духовке. И теперь сырник я отправляю выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 50-55 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верхний и нижний нагрев. После того, как сырник испечется, я оставлю его остывать в духовке примерно на 30 минут с приоткрытой дверцей. Сырник я достала из духовки. Он немного треснул посередине, но в этом нет ничего страшного, так как его все равно потом будем переворачивать. И когда сырник остынет, он еще больше осядет и уплотнится. Сейчас оставляю его остывать на столе до комнатной температуры, а затем отправлю в холодильник. И только когда он будет полностью холодный, извлекаем его из формы. Мой сырник я достала из холодильника. Переверну его на тарелку. Вот такой красавец получился.
Конечно, ягоды придали ему больше сочности. Я мой сырник полью сверху шоколадом. Разломала пол-плитки шоколада, добавила кусочек масла и сейчас растоплю в микроволновке. Прогревайте шоколад короткими импульсами по 10-15 секунд и перемешивайте, чтобы он не свернулся. Выливаю шоколад сверху на чизкейк. И разравниваю лопаточкой. Можно сделать такие небольшие подтеки. В общем, поступайте, как вам больше нравится. Можно полностью чизкейк покрыть шоколадом. Здесь уже действуйте по своему вкусу. Сверху все можно украсить еще ягодами малины. Этот сырник получился такой нежный, вкусный. Лучше любого чизкейка. Обязательно его приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!